Вот потихоньку приближаемся к проспекту Энгельса, бывшему сейчас Алба Юлия, перекресток Коммуны. Справа был, кто помнит, старожилы, сейчас увидим, а скорее всего не увидим, бывший овощной магазин. Такой сетка была, помните? Вот его часть, где выходила к Энгельсу, была сетка. И на Коммуне здесь, как бы в торце, был, собственно, тоже овощной. И там даже был фонтан внутри. В советские времена в овощном магазине, где пахло овощами, которые многие обсирают, хают, был такой маленький, как бы, прудик. И фонтанчик такой журчал. Не помню, чтобы там были рыбы, но, наверное, были. Вот тут вот был хозяйство этот овощной магазин вот здесь вот. Там, где написано кредит, Дрим какой-то. Вот там была сетка. Вот такой вот подъем. Сетки, советские сетки, сейчас таких нету. А тут был, собственно, тоже магазин овощной, где вот эта вот гостиница. И дальше был, и сейчас есть, был хозяйственный такой детский мир был. Скорее всего, детский мир. Да. Там мы покупали себе игрушки, паровозики, пистолеты пластмассовые с пистонами, кто помнит. Потом появились револьверы такие с пистонами. Очень прикольно было, очень. А мы пойдем, как пойти, даже не знаю. Давайте я пойду по этой стороне, по солнечной. Сегодня хорошая погода, показывала +4. Ну, наверное, даже больше есть. Потому что я без шапки вышел. Нормально. Тут, помните, было 2 киоска. Типа Союз печати и сигаретный, там ветеран. Сейчас нету этих киосков, ветеран. Там были киоски. И, собственно, вот была прикольная, красивая остановка. Примечательна тем, что на ней был магазин продовольственный, круглосуточный, с террасой. Блин, все посносили. А там было уютно. Во-первых, пенсионеры и малоподвижные люди из Магалы могли прийти в любое время, купить себе какие-то простые продукты, расходники. Там сахар, соль, муку, подсолнечное масло, там все было. Там были даже овощи, фрукты. Все вот компактно было. Вот где вот эта остановка, и правда солнце светит, вам, наверное, не будет хорошо видно. Очень уютный магазин. И террасочка была слева от него. Кто хочет увидеть, у меня есть видео на канале, старое, в плейлисте Буюканы. Просто забейте ключевые слова. Магазин Энгельса и увидите этот ролик, когда еще был магазин, там была терраска, сзади стороны магазина был туалет, кто был пиво, было очень удобно, продавцы демократично разрешали пользоваться туалетом, и было клево. Берешь себе кофе в магазине по демократичной цене, красиво садишься, отдыхаешь, кто хотел, брал себе сладкую воду, мороженое, кто хотел пиво, ну, или там напитки потяжелее, типа стаканчиков с водкой, как называют их, папин йогурт. Да, вот это бывшая Энгельса, мы идем по тротуару в сторону 16-этажки и приближаемся к остановке, на которой раньше стояла пару нон-стопов. Я вот сейчас тут пошел вспоминать 90-е годы. Очень такие уютные нон-стопы, такие демократичные. И помните, были эти бутерброды, такие грильеты, что-то типа там пару кусочков колбасы, сыр, долька помидора, такая плоско нарезанная, и подплавленные в микроволновке, такие горячие, такие хорошие, шли хорошо с водочкой, с пивом. Вот райсобес. Вот там вот видите серая полоса цокольного этажа, это райсобес, куда я ходил и хожу
когда зовут там за социальной помощью, но чаще не зовут, чаще надо напоминать им заходить, потому что дозвониться тяжеловато. Но соцслужбы, как везде, работают в полсилы. Вот тут мы можем присесть и отдохнуть перед продолжением марш-броска до магазина и немножко посмотреть, покрутить камерой, вот откуда мы пришли. Кто-то здесь ходил когда-то, помните, тут еще был тротуар характерный, такой, местами были ямки. Ну, все знают, кто здесь жил, рассказывать не надо, какой тут был тротуар. Ну, ходили, можно было ходить, и все было очень даже нормально. Сейчас скамейки поставили, такие как островки, видите, вот я сижу, там островок такой, как вот напротив. Вот, 9-этажки. Слава Тюрин, привет. Товарищ наш Сибитова уехал в Америку, почем зря, в преклонном возрасте, под 60 уехал. И не знаю, там мается в этом своем Майами, но это другая тема. Мне лично это не по кайфу. В серьезном, зрелом возрасте покидать родные места – это фигня. Ты и родину потерял, и там не приобрел. Короче, туфта полная. Вот виден троллейбус на остановке. Ой, хорошо, свежо, красиво. Все оценим. Сейчас чуть отдохнем и продолжим нашу съемку. Продолжаем наше движение по Буяканской Магале. Немножко отдохнули и идем к переходу, перебраться на ту сторону, чтобы попасть в магазин. Увидите, конец вот этой китайской стены, вот этого дома Алба Юлия Энгельса 1, 3, 5. Остановку ближе рассмотрим. Букурею, если она там есть, кажется, ее нету. Не помню, посмотрим. Был там филиал Букурею. Ну, магазин Букурею, фирменный магазин. Ресторан Банкет Холл, хозяина которого я знаю, мы с ним дружим, Ваня. И напротив кооперативный техникум. Вот тут раньше были нон-стопы. Помню, мы здесь зависали в молодости, нам не было около 30 лет. До и после немножко тут сидели, приезжали на машинах, пили пиво, какие-то там бутерброды. Сидели, базарили, столики были. Прикольно. Помню, наша машина Opel Omega у товарища была. Она не заводилась, так мы ее толкали отсюда по тротуару, на дорогу выкатили и толкали ее до коммуны вниз. Была толпа, кто-то залез на крышу. Ой, весело было, молодые, бесшабашные. И под утро мы уже добрались до моих наших друзей. Уже не помню, как там, что было, но было весело. А здесь был бар Форд. Гена Огурцов, привет, Гена. Вот как бы локация осталась, вот было чуть по-другому все. Он был маленький, потом расширился чуть-чуть, но давно уже его нету. На его месте аптека, очень много аптек и фрезерий, этих парикмахерских, зубных кабинетов. Но это не значит, что мы стали старовее или подстрижены более аккуратно многие. Все не так, все просто бизнес. Просто бизнес. Вот видна наша знаменитая 16-этажка, эмблема Буякан.